Они — воплощение непоколебимости и упорства. Они способны пробиться сквозь любой забор, прорыть туннель под вашим домом и в мгновение ока перепрыгнуть через человека, когда испуганы. Ни ловушки, ни приманки, ни самые отвратительные запахи не могут остановить их. Чем сильнее вы пытаетесь избавиться от них, тем больше их становится. Эти непобедимые создания в панцире, прозванные броненосцами, превратились в настоящий кошмар для целых штатов Центральной и Северной Америки. Девятиполосный броненосец, один из наиболее распространенных видов, появился на континенте еще около 3 миллионов лет назад. Изначально обитавший в Южной Америке, он постепенно мигрировал на север, осваивая новые территории. Однако во Флориде, одном из наиболее пострадавших штатов, этот вид теперь считается инвазивным. Его распространение вышло из-под контроля, и он стал причиной серьезных проблем для экологии и экономики. Ущерб, наносимый броненосцами, огромен и многогранен. Лужайки, цветники, огороды, поля для гольфа и спортивные площадки превращаются в поля сражений, усеянные воронками от их неутолимой роющей деятельности. Они буквально перекапывают землю в поисках пищи, превращая ухоженные газоны в руины. Но проблема не ограничивается только эстетической стороной вопроса. Броненосцев также винят в сокращении численности местных видов, таких как перепела и морские черепахи. Эти млекопитающие, постоянно роющие землю в поисках пропитания, уничтожают кладки яиц и разоряют гнезда, нанося непоправимый вред популяции. Питаются они, как правило, жуками, червями, пауками, птицами, яйцами и мелкими амфибиями, а также не брезгуют растительной пищей, дополняя рацион тем, что удается найти в огородах. Один броненосец способен каждую ночь выкапывать десятки нор шириной до 6 сантиметров и глубиной около 15 сантиметров. Иногда эта безудержная роющая деятельность приводит к куда более серьезным последствиям. Подземные туннели броненосцев могут ослабить фундамент зданий, привести к обрушению построек и даже представлять угрозу для жизни людей. Представьте себе, что ваша лужайка — это лишь видимая часть айсберга, а под ней разветвленная сеть подземных ходов, способных подорвать основание вашего дома. Но это еще не все. Девятиполосные броненосцы — единственные, кроме человека, кто способен переносить бактерии, вызывающие проказу, или болезнь Хансена. Каждый год регистрируется примерно 80 случаев передачи этой болезни людям, что является серьезным поводом для беспокойства. Хотя вероятность заражения невысока, опасность существует, и пренебрегать ей нельзя. Проблема усугубляется еще и тем, что запах одного броненосца может привлечь других особей. Это значит, что, встретив это животное на своем участке, нужно действовать быстро и решительно. Нельзя оставлять его без внимания, надеясь, что оно уйдет само. Чем больше броненосцев, тем больше разрушений, и тем сложнее будет бороться с этой напастью. Выманивать и ловить этих млекопитающих – задача, достойная опытного охотника. С броненосцами, в отличие от других животных, пищевые приманки не сработают. Их обоняние развито невероятно, а вот на вкус они весьма непритязательны. Единственный, пусть и сложный вариант – использование их же феромонов, химических веществ, которые животные оставляют в своих гнездах, чтобы найти дорогу назад и привлечь других особей. По предположениям ученых, обоняние – это доминирующее ощущение броненосцев, играющее главную роль в идентификации хищников и сородичей. Поэтому выманить броненосца при помощи феромонов вполне возможно, однако борьбу с этими млекопитающими все равно нельзя назвать легкой. Большинство методов, которые используются для уменьшения ущерба от диких животных, против броненосцев не работают. Их не отпугивают никакие запахи, будь то репелленты или химические растворы. Заборы тоже не станут препятствием. Броненосцы умеют не только прорывать ходы под ограждениями, но и перелезать через них, используя свою ловкость и силу. А еще, в случае опасности,
Броненосцы умеют прыгать до 120 сантиметров в высоту. Это происходит рефлекторно, когда животное напугано или испугано. Представьте себе, что вы пытаетесь поймать броненосца, а он неожиданно взлетает вам прямо в лицо. Это может стать весьма неприятным сюрпризом. Отстреливание тоже не самый эффективный метод борьбы. Броненосцы ведут ночной образ жизни и постоянно перемещаются, что делает их трудной мишенью. Кроме того, неконтролируемая стрельба в черте города может быть опасной для окружающих. Итак, если вы обнаружили нору броненосца на своем участке, немедленно вызывайте специалистов. Профессиональные службы по борьбе с вредителями знают, как эффективно справиться с этой проблемой. Специалисты, как правило, перекроют все возможные выходы из норы, заставят животных покинуть убежище, поймают их и удалят с территории. После этого они обработают нору, чтобы уничтожить феромоны и предотвратить привлечение других особей. Если к вам прибудут настоящие профессионалы, они также проведут тщательную проверку фундамента вашего дома, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Это очень важный момент, поскольку поврежденный фундамент может привести к серьезным проблемам в будущем. Стоит отметить, что для уничтожения броненосцев не нужно ждать определенного сезона охоты. Никаких ограничений не существует. Животных разрешено ловить и убивать в любое время года. Это будет расцениваться как защита собственности, и вы не понесете никакой ответственности. К сожалению, за уничтожение броненосцев не предусмотрено денежное вознаграждение от государства. В отличие от некоторых других инвазивных видов, броненосцы не включены в программы по контролю за численностью, и бороться с ними приходится исключительно своими силами или с помощью специалистов. Давайте обратимся к опыту других штатов, чтобы понять, как власти борются с инвазивными видами, которые наносят ущерб экологии и экономике. Например, в Южной Дакоте существует программа по истреблению гнездовых хищников – скунсов, барсуков, опоссумов, енотов и лисиц. Людям, которые принимают участие в этой программе, платят по $10 за хвост любого из этих животных. Для получения денег человек должен предоставить копчик и весь хвост животного. Таким образом, одна семья может заработать до $590, уничтожив до 59 животных. Данная программа была разработана с целью повышения успешности гнездования фазанов и уток, ценных промысловых видов. Еще один пример – программа контроля за нутриями, созданная в 2002 году в штате Луизиана. Ее цель – каждый сезон уничтожать до 400 тысяч нутрий, чтобы уменьшить наносимый ими ущерб. Эти крупные грызуны наносят огромный вред водно-болотным угодьям, разрушая берега и уничтожая растительность. По состоянию на апрель 2018 года примерно 646 гектаров водно-болотных угодий в Луизиане подверглись влиянию нутрий. Сезон с ноября по март штат готов выплачивать награду в размере $6 за хвост уничтоженной нутрии. Периодически в разных штатах запускают программы и по сокращению популяции бобров, которых не любят, как правило, за их плотины. Строительство плотин и то, что за этим следует, ставит под угрозу транспортную инфраструктуру стоимостью в миллионы долларов. Также наносится ущерб лесным ресурсам и сельскому хозяйству. Средняя цена за одно уничтоженное животное – $20. Выплаты могут быть больше или меньше, все зависит от штата и масштаба проблемы. Примером масштабных мер по контролю за численностью хищников является ситуация с волками. В штате Вайоминг эти животные были исключены из закона об исчезающих видах. И с 2017 года Департамент охоты и рыболовства разрешил убивать волков на 85% территории штата. В 2021 году Айдахо принял закон, призванный уменьшить численность волков на 90%. За одну особь полагалась выплата в размере $2000. В Монтане вскоре приняли аналогичный закон. Такие большие суммы были назначены по нескольким причинам. Помимо того, что волки – опасные хищники, охотиться на них совсем недешево. К тому же охота занимает много времени.
Программа оказалась успешной. Количество нападений хищников на домашний скот существенно сократилось. К койотам, как и к волкам, у людей тоже не слишком хорошие отношения. Эти хитрые хищники нападают на домашний скот, диких животных и даже домашних питомцев. В 2019 году в Южной Каролине представили законопроект, согласно которому охотники будут получать по $75 за каждого уничтоженного койота. Дело в том, что в этом штате койотов развелось слишком много, и они стали представлять серьезную угрозу. Программа оказалась действенной. До того, как за койотов начали платить, в год убивали примерно 900-300 особей, а после принятия законопроекта стали убивать по 15 тысяч особей. В штате Юта аналогичная программа действовала с 2017 года, и это принесло положительные результаты. Выросло поголовье оленей, что косвенно свидетельствует об эффективности контроля за численностью хищников. В общем, борьба людей с животными ведется постоянно, и методы этой борьбы могут быть разными, от простых ловушек до масштабных государственных программ. Но что тут сказать, если люди сами устраивают себе подобные проблемы? Все как обычно, начинается с завоза на ту или иную территорию инвазивного вида. Например, тех же нутрий в 1930-х годах собирались разводить ради шкур, но часть животных сбежала, другая часть была выпущена, когда занятие перестало приносить доход. Не всегда инвазивные виды завозились осознанно, иногда это были случайности, вроде пересечения броненосцев через реки и леса. А если учесть еще и то, что животные наносят ущерб людям явно не специально и не со зла, а просто потому, что ищут еду и место для жизни, тут без комментариев. Человек всегда должен помнить о последствиях своих действий и тщательно оценивать риски, связанные с вмешательством в природные процессы. Броненосцы — это не просто вредители, это живые существа, приспособившиеся к жизни в меняющемся мире. Их упорство и способность выживать вызывают восхищение, но их разрушительная деятельность заставляет нас искать способы борьбы с ними. Борьба с броненосцами — это сложная и многогранная задача, требующая комплексного подхода. Необходимо использовать современные технологии, привлекать специалистов и, главное, работать над предотвращением распространения этих животных. Пока же жителям тех штатов, где броненосцы стали настоящей проблемой, остается лишь одно – вовремя замечать признаки их присутствия, обращаться за помощью к профессионалам и надеяться, что ситуация когда-нибудь изменится к лучшему. Ведь борьба с природой – это вечная борьба, и победить в ней можно только совместными усилиями и разумным подходом.